Здравствуйте, дорогие тельцы! Добро пожаловать на канал. Меня зовут Виктор Ферман, а это ваш лунный гороскоп. Советы на следующую неделю с 28 октября по 3 ноября. Множество разных событий может вас поджидать, поэтому давайте поскорее узнаем подробности. Наливайте вкусный чай или кофе, подписывайтесь на канал и ставьте лайк. Мы начинаем! В понедельник Луна останется в знаке зодиака Дева, там же, где была и воскресенье, в вашем пятом доме гороскопа. Станет актуальны вопросы касательно ваших детей. Пятый дом гороскопа символизирует детей. Может быть, вы захотите расставить все по полочкам. Ты идешь в школу, после школы идешь на продленку, потом еще в магазин за хлебом и домой. Вот как-то вы захотите распорядок дня, может быть, какой-то сделать для ребенка. Правильный режим. Либо, если они у вас уже взрослые, вы захотите им помочь. И причем без спроса. Просто, так сказать, вы можете вмешиваться в жизнь своего ребенка. Поэтому, пожалуйста, дорогие тельцы, прежде чем помогать, спросите, нужна ваша помощь или нет в понедельник. Пятый дом гороскопа – это любовь. Это флирты, это романы, это любовники даже в некоторых случаях, дорогие тельцы. Если вы свободны, то понедельник подходит для того, чтобы пойти на свидание. Либо вы примете решение, что нужно наладить свою личную жизнь. Надо навести там порядок. Когда Луна в Деве, это порядок. Нужно что-то делать с личной жизнью. Нужно как-то ее менять. Возможно, вы задумаетесь об этом. Если вы сейчас в браке, в отношениях, может быть, вы захотите выйти на какой-то другой уровень в отношениях. Или вы там встречаетесь, начнете вместе жить. Или запланируете помолвку, роспись. Вот что-то такое может проиграться в вашей жизни, дорогие тельцы. Пятый дом гороскопа – это время, когда нужно, важно проявлять себя, самореализовываться, показывать то, на что вы способны. Это дом творчества, дом хобби, поэтому дерзайте. Если вы запланировали что-то показать людям, в понедельник это идеальное время для этого подходит. Также это хорошее время, чтобы искать какую-то информацию в интернете. Когда Луна в знаке зодиака Дева, нам легко запоминается любая информация. И эта информация может касаться как раз вашего творчества, может быть, вы какие-то курсы будете искать или какую-то книгу скачивать, информацию какую-то узнавать, ролики какие-то смотреть, которые непосредственно касаются вашей сферы деятельности или вашего хобби. Вот эта информация будет надолго с вами, дорогие тельцы, вы ее не забудете. Пятый дом гороскопа символизирует спорт, спортивные соревнования, эстафеты, вы можете в них участвовать в понедельник. Или, может быть, вы вернетесь в спорт, если долго им не занимались. Или захотите начать заниматься спортом. Может быть, придет такая идея, что нужно как-то привести себя в порядок. Опять же, когда Луна в Деве, мы хотим навести порядок. И, может быть, действительно, кто-то из тельцов захочет по-другому немного выглядеть, скинуть какие-то килограммы. Это хорошее время, чтобы сесть на диету, потому что Луна в знаке зодиака Дева отвечает за желудочно-кишечный тракт и за наше питание, за наш рацион. Поэтому, пожалуйста, тельцы, дерзайте 3 дня подряд. Вторник, среда и четверг. Луна окажется в знаке зодиака Весы, в вашем 6-м доме гороскопа. А 6-й дом символизирует здоровье, наше состояние, лечение. Поэтому это хорошее время для того, чтобы обратить внимание на какие-то, возможно, болячки. Или, может быть, вас что-то давно беспокоит, но вы как-то не замечаете или стараетесь не замечать. Может быть, какие-то просто обезболивающие пьете, а нужно уже пойти сдать анализы и выяснить, в чем дело. Поэтому этот период на следующей неделе, вторник, среда и четверг, подходит для того, чтобы наконец-то выяснить, что происходит. Наконец-то понять, почему болит нога или почему ломит рука. Не бойтесь ходить в поликлинику в этот период или посещать какие-то клиники, сдавать анализы, консультироваться с врачом. Это все пойдет вам только на пользу в эти дни, дорогие тельцы. Поэтому не упускайте шанс нормализовать свое здоровье. Также, когда Луна в знаке зодиака Весы, хорошее время, чтобы прощать обиды. И особо уделите внимание близким. Если вы сейчас находитесь в каких-то недопониманиях, или какая-то обидка у вас на родственников, или они на вас обиделись почему-то, вы можете пойти на примирение в эти 3 дня. Протянуть руку, сказать: я тебе все прощаю, давай все забудем, начнем все сначала. Идеально для этого времени, дорогие тельцы. 6-й дом означает еще и наши обязанности, нашу работу. А когда Луна в Весах, нас, во-первых, может посетить хорошее настроение. Мы можем добиться каких-то результатов в работе. Может быть, вы сейчас пытаетесь до конца месяца закрыть какой-то проект или выполнить план продаж. Вот у вас это может получиться в эти 3 дня. Затем стремление к контактам, стремление к общению.
возрастает, потому что знак зодиака Весы — это воздушный знак, общительный знак. Вы можете с кем-то договориться о каких-то сделках, о каких-то встречах, если это касается непосредственно ваших прямых обязанностей. То есть вы сможете что-то успеть, проделать какую-то сделку или подписать какой-то контракт, или выйти с кем-то в контакт, тоже вполне возможно. Хочется пойти в какие-то интересные места, когда Луна в знаке зодиака Весы. Ну, что такое интересные места? Это мероприятия, выставки, концерты, театры. Вот выберите один из этих 3 дней или запланируйте в один из этих 3 дней поход вот в какое-то такое прекрасное место, где вы можете получить эстетическое удовольствие. Обязательно посвятите этому тоже время, дорогие тельцы. 6-й дом еще и обозначает в нашем гороскопе ремонтные работы. Может быть, вы захотите что-то передвинуть в квартире, докупить что-то в квартиру, в дом, переделать, не знаю, все вокруг, выкинуть старую мебель, или, может быть, действительно затеете ремонт. Может быть, будете все перекрашивать, переклеивать, возможно, в эти 3 дня, вы подумаете, что все, нужно этим заняться. Или если у вас сейчас уже ремонт происходит, то в течение этих 3 дней вы сможете наконец-то его закрыть. Перестать им заниматься. Все, доклеить эти злосчастные обои, больше к ним не возвращаться никогда. Все зависит только от вашего времени и вашей энергии. Вот устремите внимание, и тогда все получится. Знак зодиака Весы отвечает в нашем организме за почки, за мочевой пузырь, за вены и за состояние кожи. Поэтому будьте повнимательней. Пятница и суббота Луна переходит в знак зодиака Скорпион, ваш 7-й дом гороскопа, и вот здесь проявляется активность в сфере, связанной с отношениями, с браком, с любимым человеком. Если вы находитесь с кем-то в союзе, то вы, возможно, захотите решить какую-то проблему, какую-то задачу бытового характера, или, может быть, у вас сейчас стоит какая-то ситуация в отношениях непонятная, и вы захотите уже расставить точки над «и» наконец-то разрешить эту ситуацию внутри отношений, внутри семьи. Затем, когда Луна в Скорпионе, реакция у нас возникает на слова разные. Мы можем агрессивно как-то себя вести, нетерпимость у нас, когда Луна в Скорпионе. Вот мы попросили мужа, чтобы он наконец-то оставлял носки в этом ведре, а он опять их везде раскидывает, и вы можете взорваться. Или я попросил жену сделать так-то, так-то, она не сделала, и вы тоже можете взорваться. То есть могут произойти такие ситуации, которые выведут вас на какой-то негатив. Или на какие-то разговоры, к которым вы сейчас не готовы. Или готовы, но этот разговор будет на каком-то эмоциональном плане, на каком-то таком состоянии эмоциональном, неспокойном. Поэтому, конечно, тут решать вам, дорогие тельцы, поднимать вопрос важный в отношениях или все-таки отложить. Тут советовать вам ничего не буду. 7-й дом гороскопа — это сотрудничество, поэтому, возможно, вас будет раздражать ваш сотрудник на работе. В пятницу или в субботу вполне возможно. Ваш коллега, ваш руководитель. Либо будут какие-то недопонимания с вашим партнером по бизнесу. Может быть, вы захотите одно, а партнер другое, и нужно будет договариваться. 7-й дом гороскопа — это дипломатия. Поэтому если вы, дорогие тельцы, проявите дипломатию, понимание, примете чужую точку зрения и поймете, как вместе сделать так, чтобы выйти на какой-то результат, который устраивает всех, то у вас все получится. Вот 7-й дом отвечает за дипломатию, за умение общаться, умение настраивать контакт, умение выходить на компромиссы. Вот проявите немного понимания и терпения. Тогда в пятницу, в субботу вы сможете договориться с любым партнером по жизни. Также 7-й дом гороскопа символизирует эстетику, красоту, баланс. Это хорошее время для того, чтобы прикупить что-то для себя, может быть, что-то из раритета. Может быть, вы захотите в дом какой-то интерьер купить что-то, какую-то старинную лампу или какую-то картину, или, может быть, какую-то мебель старинную. Вот, может быть, такие мысли вас будут посещать в пятницу и в субботу. Вполне возможно. Ну и что хочется сказать, Луна в Скорпионе усиливает сексуальное влечение, дорогие тельцы. Поэтому, может быть, действительно вы с кем-то познакомитесь в этот период, если вы одинокий представитель знака зодиака Телец. Или если вы в браке, то хорошее время, чтобы и решить какой-то вопрос, и уединиться с партнером. Тут вот решать тоже вам. Знак зодиака Скорпион отвечает за гениталии, за яичники и за простату в организме. Очень важно уделить этому внимание. Ну а также 1 ноября новолуние в знаке зодиака Скорпион. У меня на канале отдельное видео про новолуние. Обязательно его посмотрите.
Ну а в воскресенье Луна переходит в знак зодиака Стрелец, ваш 8-й дом гороскопа, и, возможно, вас будут посещать темы касательно финансов. Либо вы будете о них постоянно думать в воскресенье, что нужно оплатить кредит, нужно оплатить займ, нужно оплатить ипотеку. Вот какие-то такие могут быть мысли в воскресенье. Вот что нужно что-то сделать, нужно оформить вклад, нужно взять консультацию в банке, или закрыть какую-то кредитную карту, или распрощаться с каким-то долгом финансовым. Тоже вполне возможно, вы захотите это сделать в воскресенье. Также 8-й дом символизирует деньги, которые к нам приходят извне, не по нашей работе. Это могут быть деньги от государства, это выплаты, соцвыплаты, стипендии, это могут быть алименты от бывшего партнера, или это может быть зарплата вашего нынешнего партнера, супруга или супруги. В редких случаях 8-й дом это еще наследство, поэтому вы можете в воскресенье задуматься о том, чтобы получить какую-то выплату. Может быть, нужно будет обратиться в какую-то государственную инстанцию, или написать какую-то бумагу, или взять консультацию у кого-то, чтобы решить вопрос, связанный с этими выплатами. Может так проиграться в воскресенье. Но в любом случае вы будете готовы пойти на риск, вы будете оптимистично внутри настроены, что вы с этим справитесь. Будь то это кредит, ипотека или какие-то выплаты со стороны государства, вы будете четко в воскресенье настроены и уверены в себе. Да все у меня получится, все будет хорошо. Да надо там сделать всего пару телодвижений. Поэтому вот в воскресенье сверхуверенность в себе точно у вас будет, дорогие тельцы. 8-й дом гороскоп – это дом трансформации, событие, которое может вас поменять. Или уже какие-то изменения идут в вашей жизни, но вы не успеваете их ловить и анализировать. Вот в воскресенье, возможно, предоставится такая ситуация, когда вы можете дать кому-то второй шанс. Или себе, или партнеру, или кому-то еще из окружения. Или начать все сначала, или как-то поменять свое отношение к определенной ситуации. Вот вы раньше решали вопрос только таким образом, а в воскресенье вы поймете, что можно вообще другим. Можно обойти эту проблему или решить ее с другой стороны. Вот как-то вы можете озариться в воскресенье какой-то идеей или действительно дать кому-то второй шанс. Повышается интуиция, когда Луна в знаке зодиака Стрелец. Любые решения, принятые в воскресенье, должны идти от вас, от вашего внутреннего голоса. Не стоит ни с кем советоваться, если вдруг у вас спрашивают решение какого-то проблемы, вопроса. Слушайте себя, свой внутренний голос, дорогие тельцы, в воскресенье. 8-й дом – это интимная сфера. Опять, да, как у вас удлиняется эта тема, так сказать. И в воскресенье тоже вас будет беспокоить эта тема. Может быть, вы захотите, если вы сейчас свободны, вы захотите нового партнера, поменять партнера, или встречаться постоянно с одним партнером, или как-то вот вы захотите уединиться со своим нынешним партнером. Вот какая-то такая ситуация или какой-то вопрос может возникнуть на теме интима, который не будет вас отпускать в воскресенье. Может быть, вы действительно выйдете на новый уровень в отношениях, или вы будете обсуждать эту сферу со своим партнером в том числе. Знак зодиака Стрелец отвечает в нашем организме за печень, за поясницу и за тазобедренные суставы, поэтому, пожалуйста, уделите этому внимание. Дорогие тельцы, большое спасибо вам за просмотр. Пожалуйста, не забывайте ставить лайк и подписываться на канал. Желаю каждому из вас крепкого здоровья. Эта тема на следующей неделе будет для вас актуальна. Уделите ей внимание. Ну и также желаю вам навести порядок в личных отношениях, навести порядок в финансовой стороне вопроса, если таковые имеются, проблемки какие-то. У вас будет сила, энергия и время. Самое главное уделить и сконцентрироваться. Не рассеивайте свое внимание на какие-то мелочи. Тогда вы точно все успеете на следующей неделе. Всем до свидания.